мыслили целью так или иначе является съемка кино. Мы это дело любим, мы к этому стремимся, и нашей вот такой гиперцелью является создание полнометражных игровых фильмов. Почему мы кинодом? Потому что все, с кем мы работаем, как правило, это наши близкие люди, это наши друзья. 90% это были люди, с которыми мы раньше работали на предыдущих фильмах. Это была уже собранная команда. После наших дипломных проектов мы взяли небольшую паузу, потому что нужно было и силами собраться. И так получилось, что мы вспомнили о Papers, Please. А Papers, Please — это игра, в которую мы поиграли еще первый раз в 2013 году, когда она только вышла. Первый раз ее прошли за одну ночь, вообще не вставая от нее, от игрового процесса. И с тех пор мы постоянно к ней возвращались в наших разговорах. То есть она интересная, она глубокая, в ней есть что обсудить. Мы стали разрабатывать идеи, разрабатывать сценарий, и по итогу написали небольшую 7-страничную историю. Мы ни в коей мере не хотели делать фанфик. Для нас самым главным условием работы над этим фильмом было то, чтобы он был официальным. Поэтому мы перевели сценарий на английский. С большим трудом, там, через череду препятствий, нашли контакты Лукаса Поупа, создателя игры. И мы отправили ему этот сценарий. И забыли. Прошел месяц-два, и Лукас нам ответил. Мы прыгали по квартире, делали вот так. Основная проблема экранизации игр состоит в том, что люди, которые берутся за них, пытаются переделать первоисточник. Мы, наоборот, старались как можно меньше дать от себя. Мы старались взять вот этот мир, придуманный Лукасом Поупом, и максимально честно перенести его на киноэкран. То есть это придуманная тоталитарная антиутопия, которая в основном, в первую очередь, вдохновляется Орвеллом 1984, который я очень люблю. Это один из моих любимых романов. У нас не было задачи сделать никакой политический подтекст. У нас не было задачи сделать аллюзию на реальный мир, на реальный события. Страны, логотипы этих стран, все документы, все паспорта. То есть это все в игре есть, но оно просто представлено в такой пиксельной условной форме. Все, что нам нужно было сделать, это взять эти элементы и просто как бы переделать их, воплотить в реальном мире. Восьмибитную игру перевести в картинку очень сложно. Он мне накидал очень много разных референсов. Documents, please. With pleasure. С фильмов, которых мне визуально нравились. И мы начали думать, как это сделать, чтобы оно было красиво. Нам нужно будет построить локацию, потому что если мы будем снимать это в настоящей локации, нам будет негде развернуться, мы не сможем делать то, что мы хотим. Мы строили стены, мы шпаклевали стены, потом все эти зашпаклеванные стены нужно было еще подкрасить, чуть-чуть там трещинки добавить. Все костюмы надо было пришить пуговички, пришить детали, которые мы отдельно отливали и заказывали в 3D. Поэтому времени было катастрофически мало, и всегда приходилось еще оставаться, доделывать. И вот я хорошо очень помню тот момент, когда мы все это расставили, я туда захожу и понимаю, что вот, я нахожусь в будке инспектора Ворстоцки, то есть все, теперь мы можем начинать снимать. Несмотря на то, что сам фильм в такой атмосфере выдержан, типа в низком ключе, все в темноте, там во мраке, свет на площадке был большое количество. Честно говоря, для меня приход на площадку — это как день рождения. Я прихожу, там все мои друзья, знакомые, меня все ждут. Вот, правда, вместо подарков у них у всех ко мне претензии. Съемочная группа — это детский день рождения, да? То есть ты только отворачиваешься, они сразу уже, ты смотришь, они в форме солдат на самокатах катаются. Одна из основных вещей, на которые мы ориентировались, создавая «Инспектор», это был, безусловно, наш личный опыт как игроков. Мы вспоминали, какие решения мы принимали. Мы думали, как будет интереснее с точки зрения драматургии поступить в этой ситуации. Ну, то есть, например, когда я играл, я все время пропускал Элизу. То есть у меня рука не поднималась поставить ей отрицательный штамп. Но с точки зрения драматургии, с точки зрения истории вот этого короткого метра, который мы хотели создать, было бы гораздо интереснее, если бы он ее не пропустил по обстоятельствам, которые от него не зависят. В моем представлении был такой герой 1984, но с военным оттенком. Мы вспомнили, что существует Игорь Савочкин. Он настолько идеально попадает в наше представление инспектора, что если он согласится играть в нашем фильме, то это будет абсолютно дримкаст, что никого лучше для этой роли просто не существует. Он не просто суперпрофессионал, он суперчеловек. Человек, который... насколько съемка задерживается? На 4 часа? Хорошо, я похожу, попью кофе, все нормально, я знаю, так бывает, хорошо. Игорь Юрьевич много предлагал и много добавлял к характеру инспектора. После отказа пропустить Элизу, у инспектора есть большая оценка. У меня она была прописана в сценарии, но вот именно такой, какая она есть,
Ее сделал Игорь Юрьевич. Сначала мы хотели все сзади заполнить стеллажами, чтобы там было много-много карточек. Ну, на проходной системе всегда вот эти пропуска, копии. Но потом мы меняли уже концепцию на то, что надо как-то добавить вот этого вот тотального контроля над ним, что он сидит, думает, и у него всегда за его спиной вот этот вот орел, который прямо по центру, прямо над ним, он его гнетет. Что все его решения, они вот контролируются. За то время, что мы снимаем короткометражные фильмы, у нас сложились какие-то свои правила, у нас сложилась какая-то своя схема съемочная, и мы хотели работать в ней, мы не хотели идти в другой продакшн со своим уставом, нас бы никто не слушал, мы очень молодые кинематографисты, и доверить такой проект режиссеру, которому 25 лет, а продюсеру, которому 24, звучит как самоубийство. Мы с Лилей первый раз сделали фильм, который интересен не только нам. То есть мы сразу с первых этапов анонса того, что мы над ним работаем, получили огромное количество внимания и каких-то теплых слов, которые нам очень сильно помогали. Это очень приятный режиссер, редко таких встретишь, потому что он спокойный. Даже если что-то происходит, какая-то внештатная ситуация, он всегда, хорошо, что мы можем с этим сделать? Вот. И уже только после этого он говорит, я был в такой панике, я был в такой панике. Это был первый проект, на котором мне было нельзя нервничать. По состоянию здоровья мне это было нельзя. Поэтому это первый проект, где я всегда была довольна, мне все нравилось. Жора, это наш художник по свету, гафер, сказал, что он когда-то видел, как это делается, он знает. Ему нужно 20 дымовых шашек. Я говорю, ну ладно, предположим. Ну, значит, по факту наш художник по свету не только ставил свет, он бегал с этими дымовыми шашками. А примечательный факт, что ровно напротив вот этой сцены рядом лежал в коляске его 6-недельный, наверное, сын и наблюдал, как его папа довольно бегает с этими дымовыми шашками. И сейчас, когда фильм уже вышел, очень приятно видеть все то внимание, которое он получает, все те положительные оценки, положительные ревью, которые мы имеем. То есть мы надеемся, что нам удалось выполнить нашу основную цель, создать по-настоящему достойную адаптацию видеоигр.